Ну, у меня хорошая фигура, почему я должна ходить и все скрывать? Это будет ужасно. Естественно, нужно уходить от этого подросткового возраста. Да, здравствуй, Трей. Вот это да, вау! Предела вообще никогда нет, и желания нет. Есть цель, и ты к ней идешь. Цель. Саш, ты много знаешь людей, которые застряли в прошлом? Да, Ксюш, в силу своей профессии я знаю очень много таких людей. И по их внешнему виду я могу сказать точно, из какого периода времени они к нам пришли. Слушай, а я очень часто на улице вижу бабулечек, которые выглядят очень стильно. То есть у них красивые винтажные платья. Они делают себе потрясающие прически. И я понимаю, почему они это делают. Почему? На самом деле, потому что они блистали в то время. Им хочется это время принести в настоящее. То есть ты хочешь сказать, что девушки из 2000-х через какое-то время будут бабушками и будут ходить в этих джинсиках? Да, нас, кстати, в ждет этих- именно такое будущее, если мы срочно Это что-то не начнем печально. менять. Надо срочно что-то менять на самом деле, потому что это будет ужасно. Тогда зовем нашу героиню. Зовем нашу героиню. Динара, 36 лет, бизнес-леди и основатель интернет-магазина одежды для животных. В юности любила одеваться ярко и эпатажно, всегда пользовалась популярностью среди мужчин. Сегодня она разведена и воспитывает маленькую дочку одна, принимает участие в конкурсах красоты и различных мероприятиях, способствующих продвижению бренда. Но в ежедневных заботах и бытовых обязанностях не успевает за стремительными изменениями вокруг. Всем привет! Привет, дорогая. Привет! Ты потрясающе выглядишь. Ой, спасибо большое. Ну, я тебе честно скажу, что мы бы с тобой смотрелись очень хорошо, как группа Girls Band из 2000-х. Да. Ну, такой фотографии печатной, помнишь, такие были? Да-да-да. А ты, кстати, какие любила фотографии, глянцевые или матовые? Конечно, глянцевые. Они же яркие, как я. Эпатажные. Да. Ну, а ты сейчас яркая, да? Я всегда яркая. Расскажи о себе. Что происходит в твоей жизни? В моей жизни происходит много, на самом деле, интересного. Занимаюсь я одеждой для животных, одеваю милых-милых питомцев. Вот, мне этим нравится заниматься, я это люблю. Почему ты решила прийти к нам на передачу? Потому что я захотела поменять себя, чтобы приходить на встречи, естественно, более в другом виде и представить другую себя. Естественно, на встречи не ходить, так ходить не солидно, да, джинсы обтягивающие, какая-то футболка с пайетками. Не, я носила длинные платья. Я такая подошла к зеркалу, такая подошла, думаю, у меня хорошая фигура, почему я должна ходить и все скрывать? Придет время, и я это все закрою. Ну и все. И поэтому ты одела джинсы. И я одела такая джинсы, именно обтягивающие. Я притом специально не беру трубы, не хочу, потому что придет время, когда у меня будет целлюлит, придет плохая фигура, и я одену эти трубы. Ну, получается, что у тебя Нет, всё я хочу устраивает. меняться, чтобы приходить на встречи, естественно, более в другом виде и представить другую себя. А тебе будет комфортно в этом образе ходить на встречи? Конечно. Ты уверена? Да, я буду стараться и усовершенствоваться. Нет, я тебе честно хочу сказать, мне нравится твой стиль. Это стиль 2000-х. Тогда у нас появилась Бритни Спирс, Кристина Агилера. Да. Да, и они потрясающие, да, до сих пор они известны. Но время же меняется, и мы меняемся. Да, конечно. Нужно идти в ногу со временем. Естественно, нужно уходить от этого подросткового возраста и перейти в новый уровень. И, естественно, наверное, меня, я предполагаю, что-то тормозит. И я, естественно, пришла к вам, в вашу передачу, чтобы этот какой-то определенный тонус убрать. И чтобы пойти вверх. В рабочих моментах, да? То есть развивать свой бизнес. Да. А что бы ты хотела, до какого предела бы ты хотела его развить? Вот что должно произойти? Предела вообще никогда нет. И желания нет. Есть цель, и ты к ней идешь. Вот и все. Вот. А какая у тебя цель сегодня? Цель – расти, развиваться и усовершенствоваться. Но я бы хотела тебе предложить один способ достижения цели. Блин, здорово. Есть такой метод. У каждого человека дома есть листы А4. Да, в принципе, любой листок подойдет. Мы берем и ставим точку в середине листа. Проводим линии. Это примерно будет вот так.
Их может быть больше, их может быть меньше. Сейчас здесь мы нарисуем колесо баланса и поймем, на каком этапе ты находишься и что тебе не хватает для достижения твоей цели. Ты бы хотела, чтобы твой бизнес вышел на новый уровень, Да, конечно. чтобы он приобрел более динамичные обороты. Скажи, для того уровня, который ты себе представляешь, какие качества у тебя должны быть? Целеустремленность. Может быть, знания или навыки еще? Да, знания, конечно. Всегда нужно вкладывать в знания. Твоя презентабельная внешность. Да, внешность Мгм. это основное. Еще есть? Новые идеи. И еще что, туда входит, вот сейчас идет у нас же интернет-индустрия, вот Да. именно с интернет-индустрией мне интересно, То есть новинки. как продвигать свой бизнес? У тебя же Через интернет, да. Мгм. Мне именно, у меня Продвижение. есть и не интернет, но мне интересен именно интернет. Это маркетинг. Да. Потому что все то, что было в 2000-м, все уходит. Конечно, уже И давно мы все поменялось. переходим в онлайн-режим. И для этого нужно все связанное Мгм. с онлайн-режимом. Но, естественно, встречи никто не отменял. И если ты приходишь на встречу, должен быть красивым. Что еще? Терпение. Терпение, отлично, хорошо. Это основное, потому что если есть, я не знаю, как это правильно сейчас сформулировать, если есть какие-то сложности, их как-то более Коммуникабельность. Смотри, быстро тебе же, преодолевать. тебе же приходится Мгм. по роду своей деятельности постоянно общаться с разными людьми Да. и решать вопросы. Вот эта коммуникабельность, мы ее запишем последней. Вот такой паучок у нас получится, вот такая картинка. И теперь нам нужно по 10-бальной шкале оценить все эти компетенции, поставить значение. Другими словами, скажи про целеустремленность. Как ты думаешь, по 10-бальной шкале, сколько у тебя ее? 10, по максимуму 10. да. Десяточка, да? Да, Отлично, я целеустремленность, ставлю на максимум. Знания и новые идеи. Знание новой идеи, пусть будет 5. 5 ставлю так. Здесь. 5. Презентабельная внешность. Пусть будет тоже 5. 5, хорошо. Продвижение и маркетинг. Пусть будет тоже 5. 5. Терпение. Терпение, пусть будет 7. И коммуникабельность на сегодняшний день. Как ты Да, ощущаешь? 2 10. Десятка тоже. Мгм. Мгм. Теперь я беру и соединяю все эти точки между собой. Вот что получилось. При этом вот это у нас центр. Мгм. Скажи, Динар, такое колесо может покатиться? С горы, я думаю, оно покатится, но где-нибудь застрянет. Вот честно, я не уверена. Колесо баланса, оно и называется балансом, потому что все точки должны быть на одном уровне. То есть ты назвала целеустремленность, у тебя по 10-бальной шкале 10. Тебе нужно и важно выровнять все остальные компетенции для того, чтобы это колесо покатилось не только с горы, но и в гору легко. Поэтому сейчас очень важно набраться знаний и навыков, то есть какие-то курсы пройти дополнительные. Тут же у тебя страдает маркетинг. Есть очень много сейчас маркетологов, которые могут тебе подсказать, как правильно продвигать свой бизнес в интернете. Презентабельная внешность. Это мы тебе сегодня сделаем. Об этом ты можешь даже не переживать. Ну и терпение. Здорово, мне нравится. Ты себе в голове сейчас нарисовала какой-то примерный план действий? С чего ты начнешь? Да, После сознание. нашей передачи. Сознаний, которые, и, естественно, вы несете сегодня в меня. Это же тоже знания, Абсолютно точно. которые мне помогут в будущем сделать колесо баланса круглым. Очевидно, что Динара выбрала этот стиль, потому что именно в то время она была беззаботной девочкой в мире, в котором не было места предательству. И все двери были перед ней открыты. Мы поможем найти Динаре точку опоры сегодня, сформировать цель и познакомиться с собой в 2022 году. Для Динара я выбрал бренд «Брусника». Сочный, модный, современный. Это явно не 2000-й. Динара, ты готова кардинально измениться? Да, конечно, я хочу измениться. Очень-очень. Да, Итак, смотри, я хочу тебе предложить начать все с чистого белого листа. Сарафан с кружевной ставкой, крок, жакет,
Это то, что нужно, чтобы сделать начало новой жизни. Эклектика – это смешение разных стилей, идей и направлений в одном образе. Часто его называют диффузным. Свое начало берет в середине XIX века. Тогда женщины хотели показать всю роскошь наряда, поэтому надевали все самое лучшее. Причем часто несочетаемое. Это могли быть платья из 2 или 3 разных по фактуре тканей, обилие украшений и шикарные прически. Следующим воплощением эклектики стали хиппи. Отсутствие денег у большинства представителей субкультуры и желание выделиться с помощью одежды, купленной на блошином рынке или секонд-хенд, вынуждало сочетать несочетаемое. Современные известные модные дома и дизайнеры почти каждый имеет в портфолио коллекцию в стиле эклектика. Так, линейку оригинальной одежды представили Prada, Ralph Lauren, Gucci и другие. Этот стиль практически не имеет правил. Главное – иметь чувство вкуса, которое позволит сочетать вещи, не предназначенные для носки в дуэте. Однако у всех эклектичных образов прослеживаются общие черты. Это в первую очередь единение разных стилей. Именно на контрасте полярных стилистических направлений создаются самые разные образы. Часто используемые вещи имеют очень разную фактуру. Ситцевый сарафан и косуха могут показаться несочетаемыми, но на деле дает сильный и оригинальный лук. Яркие цвета, принты и, конечно, комбинаторность раскрывают суть стиля эклектика. Это сочетание несочетаемого, но с общей гармонией в образе. Если хочешь что-то из 2000-х, но более модно, современно в 22-м, возьмем немножко инфантильного платья с воздушными шарами. Это нереально круто. Оно крутое, улетное. Вот. И да здравствует рейв. Вот это да, вау, Это будет супер. самый креативный образ. Я уже хочу это мерить. Ну, так что вперед в примерочную, будем Да, преображаться. класс, я хочу. Динар, как тебе твои новые образы? Блин, это здорово. Я вообще реально, мне надо прийти в себя, потому что это очень было круто, ярко. А ты разве куда-то выходила? Ты вроде была все время здесь. Но в это время я была не здесь, потому что я была под Ты впечатлением. улетела на воздушном шаре. Да. Я Оно тебя улетела на- цепануло больше всех. Да, потому что это платье цепануло, это воздушный шар, и я на нем улетела, потому что мне очень-очень понравился этот образ, потому что он яркий, воплощение свободы, желаний и мечты. Это то, что именно я хотела, и ты Вот. прочитал мои мысли. Это реально Вот. круто. Спасибо тебе. Это тебе спасибо. Это на самом деле мне показался самый лучший образ, потому что здесь есть яркие пятна, то есть это воздушные шары, символизирующие желание, осуществление мечты. И я люблю яркий цвет, потому что я яркая личность, и мне нравится просто все яркое. Это классно. Это самый лучший образ из того, что я увидела. А какой образ понравился именно вам? Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик и пишите свои комментарии. Егор Грибов – успешный практик в бизнесе и основатель международной компании AM Trainings. Бизнес-тренер, эксперт в сфере лидерства и продаж. Егор был признан лучшим тренером фестиваля «Шаг вперед» в номинации «Бизнес» по опросам участников. Является одним из создателей ряда деловых настольных игр для эффективной работы с людьми. Здравствуйте, Егор. Рада с вами познакомиться. Меня зовут Динара. Я занимаюсь одеждой для животных. Я хотела бы, чтобы вы мне дали какие-то рекомендации, потому что у меня какой-то внутренний стопор, как двигаться вперед, как дальше, и как еще больше приумножить то, что есть. Динара, начну с того, что вы молодец. И очень короткая история. Смотрите, я иногда улетаю в какие-то поездки. Бывает, что у меня поездка там длится неделю. Я возвращаюсь и еду, знаете, так, еду, раз, поворачиваю налево, а потом мне штраф прилетает на почту. Я такой думаю, ой, а что случилось? Оказывается, что в то время, пока я отсутствовал, знаки поменялись. То есть правила дорожного движения остались прежние. Левостороннее движение на правостороннее не поменялось, а знаки, бывают, меняются. И очень важно следить за знаками в жизни. Что имеется в виду? Знаки меняются в воспитании детей. Знаки меняются во взаимоотношениях в семье.
знаки меняются в продвижении бизнеса. То есть очень важно все-таки следить немножко за трендами и понимать, что в данный момент просто наличие способностей и наличие там, непосредственно товара какого-либо произведенного точно недостаточно для нормальной жизнедеятельности, для того, чтобы там, всем хорошо себя чувствовать и так далее. Важно продвигать. Соответственно, для себя надо определить, какая площадка для вас более приемлема. Опять же, конечно же, нам необходимо вкладывать в рекламу, необходимо вкладывать в продвижение. Это без вариантов. Потому что это вопрос, знаете, как вот мы посеяли семена в землю, что еще надо? Поливать. Та же самая история. Вот вы сделали продукт, надо поливать. 100% необходимо делать действия по поводу продвижения. Итак, вопрос, как правильно двигаться. Очевидно, что всегда есть первооткрыватели. Всегда есть те, кто идут впереди нас, всегда и ничего вообще в этом нет. Не то, что там страшного, а ничего и зазорного нет в том, чтобы срисовывать какие-то успешные кейсы, успешные тренды. Лучше сразу брать пример с лучших. И вот вопрос по поводу цели, это тоже вопрос очень простой, прозрачный. Люди так сильно парятся по поводу постановки цели. Они Да, да. Цель. Слушай, знаете, прикол такой есть. Поставил цель, стоит теперь. Слушай, ставьте себе нормальную экономическую, какую-то финансовую цель, и все. Здесь вообще без волнений, спокойно, цифры, измеримые показатели, и вперед. И поэтому, по моему мнению, опять я не говорю, что он там аксиома какая-то, но если мы смотрим на какой-то баланс жизни, баланс жизни — это когда у тебя более-менее нормально все со здоровьем, более-менее нормальные здоровые отношения и здоровая экономическая ситуация, финансовая ситуация, экономическая безопасность. Если мы просто за этими тремя вещами будем следить, горе знать не будет. Все будет отлично. 100%. Вообще очень рада была знакомству. Спасибо за рекомендации. Полезные, простые, главное, и полезные. Вот что мне понравилось. Это самое главное. Если ты хочешь стать участником нашей программы, то проходи по ссылке, заполни анкету и не забудь подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех модных тенденций. Ждем тебя. Пока-пока. Я мамочка 7 детей. Как ты справилась с ними? Я их кормила, я их потом опять рожала, потом опять кормила. Что-нибудь такое яркое, сексуальное. Господи, так стись. Там я не буду стопроцентной мамой, да, классной мамой, такой, как все. Были сложности. То есть